Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать и показать, как я вязала эту сумку тунисским крючком, рисунком, узором 3D. Вот сумка. Ручку я плела. Она не такая тянучая, как обычным крючком. Вот что мне нравится в этом. Узор называется конфета. У сумки дно, как фабричное. Я вам расскажу, как дно сделано. Все параметры расскажу. Единственное, я не поставила молнию сюда, потому как у меня не было подходящей по цвету и по размеру. Ну, можно сделать, допустим, и застежку. Сюда перебрасывается и на магнит, есть магнитные кнопки, и застегивается. Ну, придумать можно все, что угодно. Такой узор я вязала ранее. Вот, я показывала его, как вязать. Связана сумка из пряжи Ярнард макраме. Это шнур такой. Видите, шнур плетеный. Можно, у кого нет такой пряжи, вязать из пряжи косичка. Я из нее показывала уже, как шляпу вязать. Вот, можно из нее вязать. Единственное, что, ну, можно попробовать в одну нитку. Мне кажется, в одну нитку тонко будет. Вот в две нитки вязать. Уже поинтереснее будет. Там купить два вида, допустим, на параллелограммы. А цветной можно сделать вот эти ромбы, а можно однотонные. Ну, вариантов много. Зато будет повод, куда применить эту пряжу, если у кого она есть в наличии. Значит, что самое главное, сумка эта связана не отдельным куском и потом сшивается, а вяжется по кругу. И я вам расскажу, как соединять. Вот здесь, вот, соединялось. В принципе, не особо-то и видно соединение. Вот, и я вам расскажу, как я это дело делала. Так, по поводу плетения ручки, у меня есть видео, я уже один раз показывала, как ее плести. Я дам ссылку под видео, под основным видео. А вообще на ютубе можно набрать паракорд, браслет, конфета. Что можно связать таким узором 3D? Вот я приблизительно нарисовала носок и гольф. Вот, резинку вяжем. Вот здесь резинка. Пятку вяжем каким-то одним цветом. Носок тоже одним цветом вяжем. А здесь пойдет рисунок. Вот этим узором пойдет рисунок. А здесь одним цветом, любым каким-нибудь. Вот. И гольфы то же самое. Резинка. Здесь одним цветом пятка и носок. А здесь пойдет узор. Так что все, что вяжется по кругу, этим узором можно связать. Ну что ж, начнем.
Значит, для донышка я взяла древесно-волокнистую плиту. ДВП. Используется в основном для изготовления мебели. Вы, наверное, помните, что задние стенки мебели сделаны вот из такого материала. Вот здесь дала все параметры. То есть 20 на 10 сантиметров. Вот здесь 20 сантиметров, здесь 10. Расстояние между отверстиями, то есть между центром, центр, 1 сантиметр. От края отступила 11 миллиметров, ну, можно 10 миллиметров отверстия. И для ножек, вот ножки уже установила, одну ножку еще не поставила, я вам покажу как, ну, это легко, 18 миллиметров. Диаметр отверстия 5 миллиметров. Вот кому интересно, ну, вы можете размер, конечно, побольше сделать. Это уже на ваше усмотрение. И обвязала один ряд. Сейчас я покажу, как я обвязывала. Обвязывала крючком 3,5 миллиметра. Так, в каждое отверстие вяжем, я, по крайней мере, вязала 3 столбика без накида. Вот 1, 2, 3. А в уголке вязала 4. 4 сюда. 1, 2, 3, 4. Здесь тоже 1, 2, 3, 4. И так во всех уголках по 4 столбика. Сейчас я буду другим цветом соединять. Теперь расскажу, чем можно обтянуть донышко, чтобы хорошо, красиво смотрелось. Можно, конечно, и так оставить. Вот у меня от строительства остались куски от натяжных потолков. Вот. Можно что сделать? Вот так наложить, загнуть, сделать отверстие. Вернее, сначала делаем отверстие здесь, а потом прокалываем здесь. Ну, я думаю, что вы сообразите. И загибаем внутрь. И потом обвязываем. Обвязку делаем. Еще чем можно. Вот у меня есть куски. Это я разрезала донышко от старой сумки. Вот старая сумка у меня была. И она уже была негодная, но я оставила на всякий случай. И оказывается, что оно мне пригодится. Правда, под другой проект. Тоже можно взять донышко от старой сумки, аккуратно распустить и обтянуть. Тоже вариант. Так, донышко я обвязывала пряжей макраме. Это вот такой шнур плетеный. Вот он, шнурок плетеный. Значит, сиреневый цвет. Колор 135, лот 452. Произведено в Турции.
Стопроцентный полиэстер. В 90 граммах 130 метров. Взяла еще вот таким буду цветом пользоваться. Color 135, лот 451. И вот такой цвет. Color 155, лот 465. Кстати, обратите внимание, каждый моток индивидуально упакован в пакетик. Теперь по поводу ножек. Значит, ножки, оказывается, они называются пукли. Для меня это было в новинку. Пукли. Вот, обратите внимание, что написано 8 предметов. 8 предметов это не 8 ножек, а только 4 ножки и 4 шайбы. 8 предметов. Ну, как они ставятся? Вот ножки. Туда вставляем. Так. Вот, и раздвигаем. Ну, я шайбы не стала применять, просто вот так установила и все. Можно на шайбы поставить, это уже дело хозяйское. Значит, кому нужны параметры, пожалуйста, можете сделать скриншот. В одном из видео я показывала, как вязать вот такой узор 3D. Вот, и вязала я его в какой последовательности? Начинала с розового ромба, переходила на красный, опять розовый и так далее. Потом вязала ромбы, треугольники, тут заканчивала все, и опять полосами. Сейчас я вам хочу показать, как вязать сразу с треугольников. С этой части. Но для этого нужно рассчитать, сколько петель нужно набрать на эти треугольники. Поскольку я дальше буду вязать крючком 4 миллиметра, значит, беру крючок тунисский 4-миллиметровый. Значит, я, как всегда, беру дополнительную нить и на нее набираю петли. Любое количество петель. Мне главное, нужно сделать расчет. Так, набрала я петли. Энное количество петель. Я их не считала. Ну и теперь берем шнурок и будем вязать. Кстати, хочу сказать, шнурки распускаются. Поэтому обязательно на конце шнурка сделайте узел. Так, ну давайте. Значит, эти треугольники вяжутся следующим образом. Еще раз напоминаю, что мы начинаем полотно вязать теперь с треугольников и вверх. Так. Набираем один и еще раз провязываем. Значит, я вам сейчас покажу на 5 рядах. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Будем на 5 рядах делать. 1. Дальше набираем 1, 2.
Сразу 2 провязываем и затем 1. Так. Причем вот эти петли вяжите именно по размеру крючка. 1, 2 и 2 добираем петли. 1, 2. Вот, видите, по размеру крючка. Потому что меня многие спрашивали, почему тянет полотно, стягивает. Это за счет того, что вы затягиваете изнаночный ряд. Сейчас я вам покажу. А вот эти петли делайте по размеру крючка. Опять провязываем 2. Не затягивайте изнаночный ряд. То есть 3 уже петли. 1 есть. Набираем 2 и выравниваем. 2, 3 и 2 добираем петли. 1, 2. А изнаночный ряд вяжем слабо. 1, 2, 3, 4. 1 есть. Набираем 2 и подтягиваем по крючку. 3, 4 и 2 добираем. 1, 2. Провязываем 2 вместе. 1, 2, 3, 4, 5. Вот, 5 петель у нас. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь 1, 2, 3, 4, 5. Теперь делаем одну воздушную. Здесь не затягиваем. Соединяем. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. И здесь 1, 2, 3, 4, 5. То есть мы для ромбов сделали основу. Следующий у нас как начнется? Треугольник. Соединяем. И провязываем 1 петлю. Затем набираем 1, 2, 2 провязываем и провязываем 1. Два. 2 петли добавляем. 1, 2. Провязываем 2 вместе. Это будет 1 мы закрыли, 2, 3. Так, 2, 3. 2 петли добавляем. 1, 2,
Провязываем 2. Это будет один мы столбик провязали. 2, 3, 4. И еще раз. 2. Здесь 2 петли захватываем. 3, 4. И 2 добавляем. Провязываем вместе. 1, 2, 3, 4, 5. 1 воздушная. И закрываем дальше. Так, связали мы образец. Считаем, сколько петель у нас основы задействовано на треугольник. 1, здесь будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, вот этот расчет вы себе запишите. Значит, 5 рядов. Это задействовано у вас вот здесь 9 петель. Так, давайте еще раз расскажу, как делать расчет. Значит, мы с вами вязали образец. Если 5 рядов, 1, 2, 3, 4, 5, то для 5 рядов чтобы связать вот такой треугольник, надо задействовать 9 петель. Для ромба вот этого из 4 рядов 1, 2, 3, 4 я уже вязала образец. Нужно задействовать только 7 петель. Значит, если будет у вас 6 рядов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, нужно будет на 2 петли больше, то есть задействуйте 11 петель. Поскольку у меня сумочка маленькая, я буду вязать вот по этому методу. То есть для этих 4 рядов, вот 1, 2, 3, 4, вот здесь будут 4 ряда, я задействовала 7 петель только. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь давайте посмотрим по-другому и на чем это отразится. А уже вам выбирать. 1, 2. И их провязываем вместе. Это один столбик. Дальше опять добираем. 1, 2. Провязываем 2 петли. И 1. Так, это уже 2 петли, 2 столбика. Добавляем 2, 1, 2. Провязываем вместе. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И 2 петли добавляем. 1, 2. И провязываем 1, 2, 3, 4.
Вот такой треугольник получается. Но теперь у нас задействовано 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, давайте 112 разделим на 8. Получаем 14. То есть на сумку у меня получится так, в этом случае только 14 вот этих элементов. Для меня это мало, потому что сумка маленькая. Поэтому я решила действовать вот по этому принципу, чтобы у меня получилось 16 вот таких элементов. Поэтому свяжите образец, рассчитайте и сделайте вывод, какой вам треугольник лучше вязать. Либо на нечетном количестве петель вот здесь, либо на четном. Там 8, 10, 12 и так далее. Вот. Когда вы проверите все, округлите, где-то добавите или убавите, и вы уже поймете, на скольких петлях вам вязать этот треугольник. Надеюсь, это понятно. После того, как обвязали донышко, берем шнурок другого цвета, я, по крайней мере, и поскольку нам нужно попасть за дальнюю полупетлю, крючок у меня еще пока для первой петли толстоват, возьму крючок потоньше. И за дальнюю полупетлю соединим. И вывязываю одну воздушную. Так, эту нить я пока не обрезаю. Дальше. Вот здесь в углах провязываем все 4 петли. Тоже за дальнюю полупетлю вяжем столбики без накида. Так, провязали. Дальше одну петлю пропускаю, а в следующие 2 вяжу. Почему? Потому что здесь крючок был у меня меньшего размера, а здесь большой. Поэтому я одну петлю пропускаю. Вяжу под следующую, тоже за дальнюю полупетлю. 1, 2. Одну петлю пропускаю, в следующие 2 вяжу. 1, 2. Опять петлю пропускаю, следующие 2 вяжем. 1, 2. Итак, мы обвязываем, а вот здесь провязываем все 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Опять обвязываем точно так же, как я здесь показывала. А здесь опять вяжем 1, 2, 3, 4. И так по всему периметру вяжем. И значит, у меня вот здесь вот этого цвета должно быть такое количество петель, столбиков, чтобы делилось на 7. Вот здесь. И тогда у меня все вот эти треугольники ровно встанут.
по всему периметру. Значит, вы посчитайте, сколько у вас, на сколько петель вы хотите сделать ромбы, вернее, на сколько рядов. Вот, сколько рядов вы хотите сделать. И сделайте расчет такой. Если у вас, конечно, будет больше петель, вы где-то убавьте. Если не будет хватать, поближе к вашему расчету прибавьте. Вот мне нужно было, вот у меня было здесь 111 петель, я вам говорила. Они на 7 не делятся. Поэтому мне пришлось одну петлю добавить. У меня сейчас 112 петель, которые делятся на 7. Получается 16 треугольников. Вот здесь у меня по всей окружности будет 16 треугольников. Вот, поэтому самое главное сделать правильно расчет. Значит, как вы поняли, я одну петлю сюда добавила. Так, ну и теперь я ряд соединяю за полную петлю. И дальше вяжу точно так же, как вязала ранее образец. То есть вывязываю одну воздушную и 2 петли добавляю. 1, 2. Как я говорила, эти петли вяжите прям по размеру крючка. А вот изнаночный ряд немного вытягивайте. Один. 2 по крючку. Добавляем еще 2 петли. 1, 2. Провязываем изнаночный. Вытягиваем. 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 Опять. 1, 2. Вот эти 2 петли мы провязывали вместе. 3. И 2 петли добавляем. 1, 2. Вяжем изнаночный. 1, 2, 3, 4. Вяжем одну воздушную. То есть мы закрываем с вами треугольник. 2, 3, 4. Заходим в следующую петлю. Соединяем и ее провязываем. 1. Добавляем 2 петли. 1, 2. 2 петли провязываем вместе. 1, 2. 1 есть. 2. И 2 петли добавляем. 1, 2. Провязываем эти 2.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 добавляем. 1, 2. Провязываем на 1, 2, 3, 4. 1 воздушная. И закрываем этот треугольник. Перед камерой плохо показывать, неудобно, поэтому приношу свои извинения. И переходим к следующей соединительной петлей и одну вывязываем. Вот такие треугольники должны получаться. Значит, поскольку у меня 4 ряда, у меня здесь задействовано 7 петель. 7 здесь. Если кто-то будет вязать, допустим, 5 рядов, как я говорила, будет задействовано 9 петель на один треугольник, 9 на другой. Ну и по той схеме, как я вам писала. Значит, все, я на 4 рядах и буду обвязывать дальше так по всему периметру. Ну вот, обвязала я треугольниками по периметру, и вот у меня так получилось. Значит, расчет я сделала весь правильно. Так, давайте будем заканчивать. Вот я закрыла петли треугольником. Сюда соединяю. Вытягиваю петлю. И на всякий случай сюда поставим маркер. Теперь берем дополнительную нить. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, и будем вязать вот эти ромбы. Я буду сначала вязать вот над этим треугольником, вот здесь, светлый ромб. Значит, здесь у меня сколько я работала, по-моему, на 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, 7 столбиков у меня здесь было тунисских. А сейчас я буду вязать 6. 6 буду вязать. Так, значит, вот эту нитку, которой я делала обвязку, она у меня идет. Я ее не обрезала, она нам пригодится. Так, набрала петли. И будем цепляться за протяжки. Ну, кто хочет, может за петли цепляться. Дело хозяйское. Ну, просто когда за протяжки будем цепляться, потом легко можно будет распустить эту нитку.
Теперь беру голубой шнурок. Узел тоже здесь завязан. Иначе они вот здесь распускаются. Так. И набираю 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, вот теперь будет самый ответственный момент. Маркер убираем. Так, крючок сюда вставляем. Теперь смотрите, вот эту верхнюю петлю мы не считаем. Мы будем заходить в изнаночные ряды. Вот я, по крайней мере, вот 1, 2, 3. Четвертого нету, не видно. Значит, вот сюда буду заходить. Вот сюда захожу. Беру голубую нить, которая набирала. И ее протягиваю через эту петлю и еще через 2. То есть делаю убавление. Так. Эту подтягиваем золотистую. И эту золотистую мы должны протянуть сюда. Укладываем вот так на пальцы. То есть мы один провязали. Вот 1 раз. 2. Мы вяжем изнаночный ряд, его не затягивайте. 3, 4, 5, 6. Чтобы вот этот хвост не выскочил, вот здесь завяжите. Вот он все время норовит выскочить. Вот. Так. Так, будем вязать второй ряд. Вот эту нитку перекручивайте. Опять. Набираем 2. Заходим в изнаночный ряд. Донышко мешает. То есть мы добавляем 1 петлю. Так, 3, 4, 5,
6. Вот эти 2 петли вместе берем. Семь. Раз, два, три и 1 7. Так. А вот эту сиреневую, которой мы обвязывали, я же ее не обрезала, вот здесь перекручиваем. И мы ее будем тянуть вот сюда пока что. Захожу теперь в изнаночный ряд. Вот он, изнаночный ряд. Так, и этой петлей провязываем 2 петли. 1, 2, 3. Не стягивайте этот ряд изнаночный. 4, 5, 6. Здесь перекручиваем эти нитки. Так, опять набираем. 1, 2. Добавляем 1 петлю в изнаночный ряд. 3, 4, 5, 6. Вот эти 2 петли вместе. 7. Захожу в изнаночный ряд вот сюда. Так, но перекручиваю эти нитки. И захожу сюда. И через 2 протягиваю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять эти перекручиваю. Так, мы уже 3 ряда связали. 1, 2, 3. И 4-й ряд вяжу. Так, 2. 1 добавляю. 3, 4, 5, 6, 7. Сиреневые теперь перекручиваю. И в последний изнаночный ряд захожу. И через 2 протягиваю. И теперь эту сиреневую надо протянуть сюда. Так. А петлю и столбик закрываем сиреневым цветом. И у нас здесь вверху 3 нитки.
Этой мы пока работать не будем. Будем работать этими двумя. Так, перекрутили. И вяжем сиреневым цветом. 2, 3, 4, 5. Добавляем одну петлю. 6. И здесь 7. И заходим вот в эту петлю. Провязываем только одну, 2, 3, 4, 5, все вместе, 6. Перекручиваем. Здесь 2 вместе, значит за следующую беремся. 2, 3, 4, 5. Из изнаночного ряда добавляем 6. Здесь будет 7. В следующую петлю заходим. Вытягиваем. И ею провязываем только одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе, 6. Опять перекручиваем. Здесь 2 вместе, значит берем следующую. 2, 3, 4, 5. В изнаночный ряд заходим. Шесть, 7. В следующую петлю и протягиваем. 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе. 6. И опять перекручиваем. Итак, провязали мы с вами 3 ряда. 1, 2, 3. Опять перекручиваем нитки. Так, здесь мы 2 вместе провязали, значит заходим в следующую. 1, 2, 3, 4, 5. Добавляем одну, 6. И отсюда берем 7. 7. И сюда соединяем. Провязываем ею 1 столбик, закрываем. 2, 3, 4, 5. А здесь закрываем петлю и 2 столбика другим цветом. Причем подтягивайте, проверьте, чтобы натяжение там было нормальным. Вот так.
Теперь мы должны с вами вязать точно такой же на увеличение сюда. Значит, мы отсюда добавляем еще одну. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это будет 7. 1, 2, 3. Изнаночного нету. Нужно вот под эту петлю зайти сначала. Провязываем 2 вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перекручиваем нитки. Так, я вам сейчас еще вот этот параллелограмм покажу. И дальше можете уже самостоятельно вязать. Так, 2, а добавляем после второй. 3, 4, 5, 6, 7. Так, а вот теперь в изнаночный ряд захожу. И провязываю сразу 2 вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перекручиваем. Один, 2. В изнаночный ряд заходим. 3, 4, 5, 6, 7. Так, заходим в следующий изнаночный ряд. И провязываем сразу 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перекрутили. Так, 2. 1 добираем из изнаночного ряда. 3, 4, 5, 6. 7. И вот последний изнаночный ряд. Сразу 2 провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Эту нитку подтягиваем и ею провязываем. Ну вот так получается на данный момент. Вот.
Значит, как я сказала, вот эти изнаночные ряды не затягивайте. Все, и так вяжем по кругу.